А скажите, пожалуйста, получаете ли вы сейчас пенсию? Получаю. Получаю. А в каком размере? Это обязательно говорить? Ну да, если... Ну, я работаю еще, 11 получаю. А вы? А я не работаю 33 тысячи. А. И на что хватает пенсия? Мне на все. На все хватает? Ну, а у меня, если бы не работала, так не хватало бы, конечно, поэтому и работаю. Мгм. Да, я понял. А на что обычно тратите все? Обычно, Да. ну, на питание, ну, какая одежонка может быть. И я езжу каждый год на море. На отдых хватает, да? Да, мне Откладываете? хватает. Мгм. А вам? Ну, мне дети помогают, я тоже езжу. Если не секрет, то в каком размере и на что Ой, ее хватает? А на что хватает? Нам хватает здесь. На все хватает? Да. Откладываете? Нет. Конечно, получаю. Если не секрет, то в каком размере? Около 10 тысяч. А на что тратите, на что ее хватает? На что ее хватает? Практически ни на что. На коммуналку. Да. Коммуналка же. На еду, Да, коммуналку. на лекарства. Много А коммуналка. откладывать получается? Нет, конечно. С пенсии нет. Приходится работать. В каком размере? Ну, Хорошая. Мне больше 80, так что да? да. Ну, а на все хватает? Да. Откладываете? Ну, удается откладывать или нет? Да нет. Вы говорите, на все хватает. Ну, конечно. Ну, а откладывать не очень, да, получается? Не очень, да. Вот, я просто сейчас брал опрос у инвалидов, вот, у него 12 тысяч вместе О, с нет, инвалидностью. это вообще А он без ног. Ну, вот как бы так. ужас. Ну, им как-то доплачивать должны до Ну, минимума. вот должны за инвалидность, но он говорит, это уже с ней вместе. Ну, ясно. Да, есть 16 минималка, по-моему. Или там. Конечно. Ладно, все, я понял. Вам всех благ. Вам, А все равно, как во Франции не протестуют. как во Франции не протестуют, да? Пенсия у нас хорошая, но маленькая. Ну, чё? Про пенсию. Вопрос такой у меня. Если не секрет, то в каком размере получаете пенсию? И главное, на все ли ее сейчас вам хватает? Ну что, пока мы вдвоем, Да. хватает на все. Вот когда вдвоем. А если останется один, например, кто-то, уже будет тяжеловато. ЖКХ очень дорогое, все съедает. Ну, половину пенсии отдаешь за коммуналку. Вот пенсия 220 рублей, да, там 22, 22 тысячи. Пенсия, ну, коммуналка 11 рублей. 11 Да, а тысяч. коммуналка Всё. 11 тысяч вот Полпенсии платили. нету. Ну, что это такое? Ну вот посчитайте. 11 тысяч Да, коммуналки? да. Да, 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 да. Отопление 6 тысяч, ну и там прочее, там накрутки. ну у там нас, всякие, правда, да. трехкомнатная квартира, Ну и конечно. Ну, Ну, все да, равно как-то, ну, да. что ж. Да. Да. Вот такая вот ситуация. А Да. так, в общем-то, жизнь прекрасна. Да. Мы вдвоем живем. Так что нормально. У бабушки 22, и у меня столько же. Так что Да, нам 40 тысяч. вдвоем хватает. То есть умирать в нашей стране нельзя. Не, ни в коем Ни случае. в коем случае. Здравствуйте, получаете ли вы пенсию? Да. А если не секрет, то в каком размере и на что ее сейчас хватает? Размер обязательно говорить? Ну, хотя 25 тысяч. Это все на квартиру. Он заодно отопление заплатили, поскольку по 8 тысяч. Ну вот, и на еду. И все. на еду в месяц уходит. Ну, у меня вся пенсия уходит. Откладываете что-нибудь? Нет, сейчас нет. Вот несколько месяцев уже нет. Не удается уже, да? Нет. А какая была бы для вас приемлемый размер пенсии? Чем больше, тем лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Получаете ли вы сейчас пенсию? Получаем. А если не секрет, то в каком размере и на что ее сейчас хватает? Ну, хватает. Хватает пенсии. На все хватает? На все И хватает. откладывать, и путешествовать? Немножечко, да, откладываем. Да, даже так? Да. Путешествовать можно, но здоровье уже не позволяет куда-то далеко уехать. Мгм. Вот. А если вот у вас получается на все
ну, бюджет на все хватает, то как вы заработали? Мы работали в Забайкалье на железной дороге, Ага. РЖД, всю жизнь. Муж 43 года, я 36. Вы вместе работали? Ну, Вместе, в ну, разных Организация сферах. на железной дороге. Он отвечал за локомотивы, я за связь. А какой у вас стаж? У меня 36 лет, у мужа 43. У меня 40. Ну, хватает. Единственное, чем недовольны, это лекарства очень дорогие. Если бы не тратить много денег на лекарства, как нам приходится, денег бы было в избытке. А бесплатно не выделяют лекарства? Бесплатно, знаете, вот есть. Но, во-первых, хождение по поликлинике. Во-вторых, не всегда в аптеке нужное бывает лекарство. Поэтому отказались. Тратим свои денежки За наличку. за наличку. На что хватает? Половина пенсии уходит на оплату коммуналки. А остальное на все. На питание, на покупки. Короче, остается десятка. А в каком размере, если не секрет? До 15, больше 15 Больше. тысяч? Больше. Да, я вдова военнослужащего и получаю половину его пенсии. У меня мама сейчас вот по такому сейчас положение. Вот оставило нас государство. Вот так. А получается откладывать что-то? Нет, какие-то- сейчас нет. С повышением цен не получается совершенно. Едва-едва хватает. Здоровье пока что как у вас? Здоровье плохое. Все хватает на... Ой, Ну, вот так вот. На что хватает здоровья? Погулять. так вот погуляем. Дома порядок навести. Дачи нет. Мы Дачи инвалиды. нет. Инвалидность есть. Я второй группы, она третья. О, второй группы. Да. У меня у матери вторая группа. У меня сердце. А у нее А у меня астма. астма. О, Вот и все, видите. Серьезные болячки. ну, это последствия, видимо, стажа, да? Вот. Да, вы знаете, да. Жили в холодном краю. Очень напряженная работа на РЖД. Большие требования. Да. А от нервов все болезни, как говорят. Ага. Вот. Ну, жили в таком месте, работать больше негде было. Градообразующее предприятие, Ну, железная железная дорога. дорога. Ну, воспоминания все равно хорошие. Получаете ли вы сейчас пенсию? Да, получаю. Если не секрет, то в каком размере и на что ее сейчас хватает? Мне хватает. Я привыкла жить скромно. О, Да. на все хватает? Ну, все, желаний у человека очень много может быть. А ну, удается откладывать или как-то... У меня путешествовать? внуки. У меня внуки. А, то есть на них уходит все или вы Не, имеете в виду, ну как, что я, они- я им подарки, что остается, я делаю им подарки. А, то есть на все хватает. Да. Ну, надо Пока будет у меня это- запросов очень мало, как у Есенина. Я теперь скупее стал желаниях. Так. Я понял. Пенсии я получаю очень мало, потому что я работаю. Работающий пенсионер получает пенсию, которую давали черти когда. На что хватает-то? Ни на что. Ну, вы довольны, как у вас идет жизнь? Да нормально. Нормально. Грех жаловаться. Так скажем, я считаю, что вот некоторые жалуются на жизнь. Нытики. Жить можно. Жить можно. Были худшие времена. 90-е годы, когда ни зарплаты, ни продуктов. Вот. По гуманитарной помощи, как теперь вот я могу сравнить, нам собачий корм давали. Вот этот сухой собачий корм. Гуманитарная помощь была. Это в 90-е годы. Да, Да. да. Мы Там, супы давайте. варили, пельмени делали, макароны по-флотски с этого мяса. Жить-то надо. Витаминов немного там было, наверное, У да? нас в то время, как сказать, свой огород был. Витамины получали. Ну, работали, производство, дом, дети, все это вот, дача. Только картошки по 25 ведер сажали. В Забайкалье не проживешь без этого. Вот. Там и сейчас люди сажают такие же огороды, также все выращивают, потому что там более суровый край.
А здесь как? Здесь мягче все. Здесь мягче. Все мягче. Что жизнь вот такая штука. Да Вот нормально. все прекрасно, все хорошо. До весны дожили, так что все Да. нормально. Живем Мира дальше. хотим, конечно, мира. Да, победы. Да, Да, победы, да, чтобы все было нормально, чтобы детям нашим жить и внукам осталось в прекрасном мире, в свободном, хорошем, без проблем. Да. Вот. Мы все думали, что мы родились с 48-го, он с 49-го. Да. Ну, говорим, живем без войны, нам как хорошо, все вот это вот уютно, все прекрасно. Ну, не пришлось, да. Но вот Ну, ничего. на Мы- каждой, видимо, какую-то линию жизни достается каждому. Циклами, да? Да. История делится. Да, остается какой-то небольшой плохой участок. Как говорится, надеемся и верим, да? Да, надеемся, верим. Надеемся Да. и верим. Враг будет разбит, победа будет Не за то, нами. что уверены, а уверены. Не ждем, а уверены. Благодарю вас. Ну, всего вам Вам все доброго. доброго, да. Удачи. Мира. Хорошего дня, да. Мира, добра. Благодарю вас.